Представители знака зодиака Рыбы. Здравствуйте, мои дорогие. Таро-прогноз. Чего ждать в 2025 году? Как изменится ваша жизнь? Давайте узнаем подсказки карт на события будущего. И, конечно, будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки все же вы получите. Ведь когда мы смотрим общие прогнозы, все равно каждый из нас думает о чем-то своем. И если допустить, что жизнь наша не бывает полностью предсказуема, то 2025 год, он будет привносить в нашу жизнь через обстоятельства извне или какие-то ситуации, вот как раз сложившиеся события. Может быть, это будет связано с решениями ваших ключевых партнеров или по личной жизни, или по вашей работе. С одной стороны, это открывает новые возможности – но поначалу мы можем растеряться именно из-за того, что мы привыкли действовать как-то по-своему, а вот прежняя как раз стратегия, она уже не принесет должных результатов. Перестроиться где-то нам придется, поэтому будет важна как и внутренняя адаптация, так и новые диалоговые формы. Договариваться нам всем придется. Быть гибкими где-то. У нас сегодня две колоды. Колода Таро и колода Оракулов. Ангелы сердца, так называются карты. И мы позже достанем одну карту, чтобы узнать, как знаки судьбы. Больше эта колода рассказывает о личной жизни, но есть в ней карты, которые направляют именно на наши достижения или на наши амбиции. Но вначале у нас карты Таро. И первый вопрос, что завершится или от чего вы откажетесь сами? Может быть, признаете, что это не актуально, не служит прогрессу, или какое-то дело вы подведете к финишу, закончите, и сразу новые планы у вас возникнут, потому что как жизненный этап у вас пройден определенный. Давайте узнаем, какой сферы жизни или чего это может касаться. Вторая карта. Что нового войдет в вашу жизнь в 2025 году? Важное событие или чем запомнится вам 2025 год? Достанем карту Таро. Неожиданность. Что вам будет помогать? Что вас будет радовать? Следующая карта. Что может препятствовать? Событие, которое изменит вашу жизнь. И карта события, которое изменит вас. Какие знаки судьбы нам важно, вам, мои дорогие рыбы и рыбки, не пропустить, по мнению колоды Оракула. В какую сторону держать направление, по мнению этой колоды карт? Итак, что же завершится? Действительно, завершится или от чего-то вы откажетесь сами. Здесь, как по судьбе, 20-й старший аркан, страшный суд. И, кстати, суд совершенно не страшный, это карта освобождения. Освобождение в первую очередь от каких-то, наших догм, может быть, или для тех из вас, кто себе построил некоторый период ограничений, может быть, он и был, или это было связано с мировоззрением, где-то даже вашим, когда вы думали, нет, вот этого не может никак произойти в моей жизни, или я не смогу что-то осуществить. Вот вы могли что-то подобное себе думать и ограничивать себя именно в том, что перестали верить в свою мечту, например. Здесь какой-то тяжелый обычно период, он завершается и начинается новый жизненный этап. Мне нечего добавить. И это событие извне, потому что старший аркан, тут действительно что-то приходит в вашу жизнь. Может быть, в виде новости, информации. Может быть, и где-то ваша решимость с этим тоже может быть связана, когда вы понимаете, что в каком-то одном контексте вы определенно не хотите продолжать то дело или, может быть, это посредственные отношения. Здесь у каждого своя сфера жизни. То, чем вы занимались прежде. Переформатирование своей собственной жизни. И это практически первая карта, которая нас направляет сразу же в будущее. Это избавление от боли, избавление от страданий, избавление от ограничений. Очень символично. Давайте узнаем, что же нового войдет в вашу жизнь. Но мы не говорим, что это что-то новое, еще какой-то, может быть, сложный период, который тянулся с 2024 года.
или какая-то тема, на что вам не хватило решимости, если мы про новое и про освобождение с учетом 20-го старшего аркана. Восьмерка мечей – это, опять же, ограничения. Но это те ограничения, которые никто нам не поставил. Мы сами их себе создали. Мы не видим какую-то реальность. Что нового войдет в вашу жизнь? Вы знаете, для вас, ну, может быть такой период, который связан словно прозрение. Глаза закрыты у нашей девушки. И вот эта холодная картина, как ей кажется. Я одна, мне одиноко, мне холодно, мне грустно. Мои руки словно скованы цепями. Вокруг холод, отчуждение и вот эти 8 мечей, как забор. Но это она так чувствует. На самом деле художник пытался передать чувства. А стоит только снять эту повязку с глаз. По сути, открыть глаза. А ситуация совершенно другая. Или видится вам одно, а задача в самом начале 2025 года – быть реалистом и увидеть какие-то возможности. Здесь не смотреть вглубь себе и не добавлять ненужной философии, глубокой, на мелком месте, потому что мы можем словно окунуться вот в этот колодец из собственных чувств или из собственных сомнений, или пусть прежние недоразумения, которые мы никак проводить не можем, а все до бесконечности анализируем, и где-то там застряли. Так вот, выход из этого колодца печальных, грустных мыслей, он как раз сложнее, чем вход в этот колодец. Давайте мы узнаем. Я дополнительные карты достану. В целом концепция нам понятна. Но что же нового войдет в вашу жизнь? С чем это может быть связано? Что придется передумать? А тут, правда, какие-то новые формы взаимодействия, или мы, как мы говорили до карт, диалоговые формы. Есть и люди, которых мы не можем исключить из нашей жизни. Нам что-то придется продолжать, какие-то контакты, но, скорее всего, сделать это необходимо в совершенно новом ключе. Для вас будет важно именно по этой карте. Она нам говорит: пробуй, пока не получится или не надоест. Пробовать что-то новое, быть легким на подъем, не относиться слишком серьезно к чему-либо на первых этапах, потому что мы как будто исследуем мир, и каждый пункт нашего нового опыта будет очень важен. Через опыт, по сути дела, приходит новое осознание. Король кубков – ваша карта, и единственная карта и персонаж в колоде, который умеет правильно распределить материальные вопросы и вопросы, то, что касается личной жизни и чувств. Он никогда не смешивает, он не добавляет чувства в те рациональные, будем говорить, детали нашей жизни, которые нужно как раз безэмоционально решать. И наоборот, не быть слишком материалистичным в вопросах привязанности или наших отношений, в отношениях с любимыми людьми. Ваши какие-то планы должны точно восторжествовать, но делать вам, скорее всего, придется что-то в совершенно в другом контексте, с учетом двойки пентаклей. По пажу мечей мы словно должны выбрать другое направление. Вот все то, что мы говорили с вами в самом начале. И, видимо, это не совсем просто себя организовать на что-то кардинально иное. Или, может быть, я не говорю, что прямо на 180 градусов меняется вся ваша жизнь, но ход ваших мыслей, вот это будет, скорее всего, меняться, потому что какая-то, опять же, прежняя стратегия и тактика не работает. Или придут новости, информация какая-то, или вот для кого-то предложения, которые вас могут поставить как раз в замешательство, вот как этот паш мечей. Он держит так вот наготове в руках меч, и тем не менее он стоит, он не действует. Почему? А потому что нужно сообразить, что же делать дальше. И, скорее всего, действовать как-то совершенно по-другому. Вот на начало 2025 года что-то подобное новое. Правда, учиться кому-то придется. У кого-то изучать языки, у кого-то осваивать новые технологии, может быть, цифровые. Кстати, очень хорошо по мечевым картам это и проходит. Интернет, все, что связано. Или с новыми технологиями, может быть, искусственным интеллектом. Или какое-то новое направление, которое в обучении, в работе, ваша как тема в работе вас может заинтересовать. У кого-то события, связанные с детьми, пусть даже дети достаточно взрослые, которые, ну, значит, эти события будут оказывать влияние на вашу жизнь. И по пажу жезлов это уже наша решимость.
Значит, если прежде был какой-то опыт или мы какие-то себе даже планы, предположим, составили, скорее всего, это будет пересмотрено, потому что, во-первых, вам самим не захочется что-то продолжать, это точно. От чего-то вы уже, мои дорогие рыбы и рыбки, устали, ну вот прямо до последней капли у вас что-то дошло. И вы где-то готовы пробовать даже новое, именно потому что старое никаким образом вас уже не вдохновляет. Но выбрать это направление достаточно сложно. Вот какая-то основная концепция карты, по крайней мере, нам раскрывают такую историю. И в конечном итоге это решение все-таки вы примете. Ну, давайте посмотрим, что же это новое будет. Вот, видимо, достаточно сложен путь из каких-то сложных эмоций или когда вы анализируете прошлую ситуацию, которая уже давно завершилась. Но она была, может быть, как точка невозврата, а то и новая точка отсчета. Что-то в вашей жизни произошло такое, что вас могло повергнуть в смятение, и это произошло в предыдущий год, может быть, 2024, у кого-то в 2023. Какое-то было событие, которое вас после заставило адаптироваться по-новому или рассмотреть для себя словно новую программу. Здесь явно карты нам обрисовывают, что вы чем-то недовольны. Вам что-то не нравится. И, видимо, в самом начале 2025 года основная тема, кому что не нравится, у каждого в своей сфере жизни. У кого-то по работе, у кого-то по учебе. У кого-то по учебе не туда поступил учиться, у кого-то по работе не в ту организацию попал или не в тот коллектив. У кого-то по отношениям тоже, ну, барахлит что-то, нет взаимопонимания. Может быть, и отношения, какой-то союз у вас уже был сведен к нулю, и это произошло уже давно, но у вас, тем не менее, опыт вы какой-то получили. И на сегодняшний день или на день начала 2025 года вы словно анализируете, так, что же у меня есть в копилке моих достижений. И почему-то мысли могут уходить как раз в ту сторону, когда вы вспоминаете какие-то минусы. Но значит, ваш этот опыт вас закалил, и не случайно вам выпадает освобождение от боли, освобождение от страданий. Какая-то перезагрузка у вас в самом начале 2025 года неизбежно происходит. Может быть, это вы и должны проанализировать, к чему вы стремились, чего вы достигли и что делать будем дальше. А дальше следуют перемены. Карта колесница. Наверное, для вас, помимо того, что вы сами для себя решите, вы еще можете столкнуться с новостями или какими-то событиями извне, что кого-то из вас подтолкнет, допустим, переехать куда-то далеко или начать изучать новые науки, рассматривать для себя новые виды деятельности. Для кого-то это будет означать, что вы хотите изменить статус. Здесь, в принципе, могут быть какие-то новые достижения, когда вы, к примеру, все же аркан колесницы, у кого-то будет связано напрямую со сменой работы, допустим, когда ваша работа будет связана с командировками. Или, может быть, предыдущий период, когда вы что-то изучали, ждали, когда вы получите какой-то документ, и вот вы теперь получаете, словно дальше уже новая точка отсчета опять продолжается. Перемены есть. У каждого, как я говорила, до карт, они будут связаны именно с какими-то внешними событиями или, может быть, напрямую получением документов. Но у вас что-то получается, мои дорогие. И карта колесницы говорит, если мы спрашиваем, что нового войдет в вашу жизнь, да тут вообще вся стратегия новая идет по аркану колесница. И если еще начало года может для вас быть, ну вот как по 20-му аркану, где-то ни шатка, ни валка. Мы анализируем, что-то вспоминаем, что нам довелось достичь или какой итог мы получили с чего-то, а что у нас вышло со знаком плюс, со знаком минус. Но в конечном итоге какая-то перезагрузка вас приводит к очень хорошим не только результатам, но выбору правильного направления. Потому что по аркану колесница следует дальше успех. Если в каком-то правильном направлении мы прикладываем усилия, когда мы
Ну, словно очень восприимчивы, как и к новой информации, к новым возможностям. Или анализируем где-то и думаем, как это я могу на благо самому себе или самой себе переложить, то тогда события словно убыстряются. Для вас будет какая-то возможность. И опять же, это словно по судьбе. Потому что мелкие карты пусть выпали, и они не оказывают влияния большого на вашу жизнь. А именно две серьезные карты старших арканов и говорят об этой перезагрузке, прощании с прошлым и уже когда вы устремляетесь вперед. Видимо, просто, мои дорогие рыбы и рыбки, почему нам не показали конкретную, к примеру, сферу жизни. У кого-то это будет посредством изменений в личной жизни, у кого-то через учебу, а у кого-то сфера ваших амбиций и достижений. Сложим карты. Чем запомнится вам 2025 год? Какими-то важными, опять же, согласованиями, получениями документов, может быть, контактами с какими-то важными персонами, с теми людьми, которые занимают высокий пост, с какими-то согласованиями. У кого-то напрямую иногда проходят по этой карте люди в погонах, может быть, кто-то из вас будет иметь контакты, меня смотрят, опять же, из разных стран, и тут ситуация может быть абсолютно разная. По этой карте могут и проходить, кстати, и врачи. Кто-то будет уделять внимание собственному здоровью, и тогда словно выздоровление. Или, по крайней мере, я понимаю, заболевания бывают разные, но значит улучшение здоровья. Здесь что-то вы можете кардинально изменить между прошлым и будущим. И карта колесница как раз все в ваших силах говорит. Но, может быть, кто-то поменяет врача, кто-то из вас начнет строить по-новому карьеру, кто-то получит предложение, может быть, по работе какое-то новое, или по этой карте вы должны решить какую-то тему, закрыть какой-то вопрос, и будете обращаться, допустим, к адвокатам, к юристам, для того, чтобы, опять же, сделать в той концепции, как вы этого хотите. Давайте я немножко раскрою эту карту. Чем запомнится вам 2025 год. Но все должно быть согласовано в документах, вот это точно, да. Карта императора, где-то, как и карта короля мечей, это карты экспертов. Или людей, у которых длинные руки, мы говорим, или они имеют какую-то сферу влияния. Что-то согласовывать действительно вам придется. И, может быть, как раз 2025 год и открывает для вас новые перспективы. Но это должны быть тогда те перспективы, которые как-то изложены на бумаге, на документах. Ведь или любое согласование через важный документ – это определенная ваша и стабильность, и где-то спокойствие. Карта император будет говорить, что нового, если мы спросили, войдет в вашу жизнь или чем вам запомнится 2025 год. То, что больше контактов с людьми, которые несколько выше от вас находятся по лестнице иерархии. Или это вы хотите построить карьеру, к примеру, и вы сами стремитесь попасть, ну, в другую как будто сферу влияния, в другое общество, в другой социум, других друзей обрести. Такое тоже может быть. Что же еще? Я всегда говорю, важное событие, если мы спросили, чем запомнится, то это вот как раз важное событие, это важное решение. Выход из лабиринта. По тузу мечей, когда мы могли долго что-то обдумывать или да могли ждать долго какой-то бумаги, опять же. И теперь мы это получаем, и для нас как новая точка отсчета. Или это может быть связано с получением информации любым образом. Важный звонок, может быть в виде СМС. И казалось бы, мы с вами смотрим на целый год. Но значит какая-то, ну, как отправная точка, все равно в виде информации, поскольку мечи – это всегда больше связано либо наше решение, либо это когда мы имеем уже какое-то известие или предложение. И это не только наше, ну, где-то как мечта или то, что мы хотели бы осуществить. Нет, это уже воплощение в реальной жизни. У вас здесь что-то получится. Но будьте внимательны, будьте аккуратны. Вы не должны собой рисковать. И для этого у вас будут возможности. Давайте, чем запомнится вам 2025 год. Поэтому, ну, действительно, тут и согласование. У кого-то я могу допустить, может быть, уже теперь и есть слушание в суде.
все же разные ситуации. Может быть, и будут те моменты, когда для вас будет очень важно стабилизировать ваше сегодняшнее положение через вот эти самые документы или какие-то важные согласования с людьми, наделенными властью, с людьми, которые имеют свое влияние в определенных сферах жизни. Для вас это будет означать некоторую стабильность и, опять же, какие-то возможности. Будьте внимательны, вы не должны нарушать закон. Чем запомнится 2000 или важное событие, да, 2025 года. Э, Вам самим, мои дорогие рыбы и рыбки, я могу смело сказать, к примеру, не стоит рисковать собой, к примеру, в азартных играх. Или не стоит надеяться на авось. Доверяйте все тому, точнее, что может быть где-то осязаемо. Почему так говорю? Всегда по аркану справедливость всегда идет значением как причины и следствия. И если мы прежде сделали что-то хорошо, нам судьба возвращает через помощь, может быть, других людей, а не тому, кому мы напрямую помогали. Нам как раз возвращают какую-то возможность. Если мы сделали, увы, не очень что-то правильно, мы тоже можем столкнуться, что нам какая-то ситуация из прошлого словно о себе будет напоминать. Для вас, может быть, и будет очень важно на самое начало 2025 года провести вот этот анализ. Не случайно у нас выпадает столько карт и восьмерка мечей, и говорит, я озвучила это, вас что-то как беспокоит. Есть какая-то, ну, или информация, или какое-то событие в вашей жизни, которое вас словно держит вот в этих рамках ограничений. Или это то, что вы никак не можете к чему-то приступить или на что-то решиться. Поэтому открыть глаза, мы говорили, увидеть обстоятельства такими, какие они есть. И это для вас возможность откроет, может быть, создать какие-то документы в самых разных сферах жизни, подвести что-то в полный баланс, ведь аркан справедливости именно баланс, весы, чтобы, с одной стороны, была гармония в вашей душе, чтобы у вас было более надежное положение, чтобы вы себя чувствовали защищенными и где-то на начало 2025 года. Это вот все основные направления, которые для вас и важны, и, скорее всего, вот в этом контексте вам и запомнится 2025 год. Вы что-то будете стабилизировать в той или иной сфере жизни. Неожиданности. Нельзя сказать, что это неожиданности, но по рыцарю Пентакля это тот, кто едет медленно. Это своего рода марафонский забег, хотя могу сказать, что есть тот человек, который может вам помогать буквально материально. Потому что когда выпадает эта карта рыцаря Пентакли, как ни странно, проигрывается ситуация, когда у нас, допустим, ну, в финансах не все складывается гладко, и тогда в нашем окружении есть тот человек, который может помочь как и дельным советом, так и буквально финансами тоже. Поэтому в неожиданностях имейте в виду, где-то есть вот такое у вас лицо среди вашего окружения, который вас будет готов поддерживать или готова. Тут у каждого по-своему. С другой стороны, рыцарь Пентаклей почему едет медленно? А он понимает, что что-то крупное складывается из мелочей. И он все мелочи подмечает, он никуда и не спешит. Поэтому в неожиданностях где-то карта вам дает совет, куда-то не торопиться. Вот искусство мелких шагов. Или хорошие дела наспех не делаются. И все то, что я сказала по предыдущим картам, как и по аркану справедливость, да, если мы будем говорить, что вы все должно быть увязано с законом, как и по тузу мечей, что да, какое-то у вас может быть переосмысление прежних ваших планов, намерений, оно и происходит. Выход из лабиринта вы определенно находите, но это должно быть что-то более стабильное, осязаемое, опять же. Что-то должно быть согласовано. И как и карта императора, старший аркан, так и король мечей как раз и говорит о том, что с законом должно быть все красиво. И тогда вас это защищает и одновременно открывает новые перспективы. Поэтому есть, видимо, какая-то ситуация, которую вам нужно привести в баланс. Давайте узнаем, что же вам будет помогать.
Победу вы получите, вы победители, мои дорогие, то есть победа будет. И вам будет помогать, когда вы не ослабите словно хватку. Вы будете контролировать все и вся. Словно толпа восхищается победителем, радуется его победе. Но лицо слишком уставшее у нашего победителя, потому что он знает, есть две вещи, на которые мы не влияем. Это первое– обстоятельства, а второе– это мнение людей. И поэтому нужно контролировать первое и второе. Ваша задача– удержать свои позиции. Вот это вам будет помогать. Что же может помешать, когда вы расслабитесь? Любовь, мои дорогие. С другой стороны, очень положительная карта. Ничто не может вам помешать, по сути дела, если вы сами от чего-то только откажетесь. Или где-то вы будете... Вот посмотрите, здесь прообраз лучезарной дельты, глаз, да, который над кубком изображен. И это словно видеть в 3D-измерении. И прошлое, и настоящее, и будущее. Я уже об этом говорила. И на кону рыбы, мои дорогие, буквально рыбы золотые плещут, прообраз материализма, богатства, достатка, процветания. Ну и понятно, туз кубков– это приятные эмоции, счастье. И вот с одной стороны, захочется расслабиться, ничего не делать. Вот есть такое, и в этом риск. Сказать, что вам вот конкретно что-то помешает, я не могу. Вы сами можете себе где-то помешать тем, что в тот момент, к примеру, рядом карта победителя, когда вам нужно все контролировать, вы отойдете от этих дел или ослабите тот самый контроль. А в принципе, карта счастья, карта исполнения желаний, две, по сути дела, приятных эмоций, вдохновения, исполнения мечты, финансового достатка, значит, решите какие-то финансовые вопросы или вопросы, связанные с жильем. Но здесь финансы можно рассматривать в разных концепциях. Но это все то, что вас и вдохновляет, это где-то вам и помогает, безусловно, и оно не мешает, но оно словно затягивает на глубину приятных эмоций. Если прежде вам мешали как будто вот эти ограничения, то теперь как меняется пространство, словно преломление идет какой-то реальности в более положительном ключе, но тоже есть риск, ну, где-то окунуться в этот приятный омут любви, к примеру. Ну, там и остаться. А лучезарная дельта, повторяю, говорит, ты должен видеть все в 3D-измерении и все контролировать. Событие, которое изменит вашу жизнь. Любовь может вашу жизнь изменить. Для вас, мои дорогие девочки, для кого это актуально, вы можете стать мамой, к примеру. Известие, что вы ждете ребенка, например. Но опять же, кому это актуально по возрасту и вашим планам. Мои дорогие мужчины, важная женщина в вашей жизни может появиться. Или для тех, кто в паре, значит, какие-то приятности по части семьи тут тоже могут быть. Но всячески положительная карта– это символ нового «я». И как меняется ваша жизнь? Меняется ваш статус. Оформляются какие-то документы, решаются вопросы по части финансов, решаются вопросы по части вашего, к примеру, э, вы себе, допустим, планировали, имеете свое ремесло или свое творчество, или задумывали организовать бизнес, какое-то новое направление раскрыть, да, и приумножить так, чтобы вам это приносило и доход, и служило долгий промежуток времени. Вот что-то подобное, такие проекты, не сомневайтесь в себе, у вас точно получится, вы останетесь довольны. И для вас это откроет как и новый статус и перспективы. У кого-то в целом этот статус произойдет через личную жизнь, а у кого-то через сферу достижений. Получение новой должности– это тоже статус. Или через даже финансы, когда вы занимаетесь бизнесом, пусть это будет личное дело, пусть это будут какие-то первые даже шаги, но вы будете видеть в 2025 году все равно результат. И пусть на первых порах, вот первые карты, которые я доставала, ну, они такие не очень гладкие, будем говорить. И есть еще какие-то сомнения, что-то вас словно держит в заперти в каких-то рамках. Но если мы видим вот это 3D-измерение, если мы готовы путем, может быть, каких-то более мелких, аккуратных шагов, принимая во внимание какие-то мелочи, все же идти вперед. Добрые дела наспех не делаются, я говорила, помните, то результат вы обязательно получите. Правда, смена статуса, смена качества жизни, мои дорогие. И это очень важное событие по карте императрица. И это не есть какой-то стопор.
Императрица очень плодовита не только буквально, а плодовита на дальнейшие планы достижения в дальнейшем. Поэтому это карта прогресса всяческого. Событие, которое изменит вас самих. Тут может прийти какая-то информация. Мы с вами говорили, что извне приходит что-то к вам, в вашу жизнь, и потребует вашего важного решения. Может быть, это уже сложилось на начало 2025 года, какая-то обстановка вокруг вас. И она как раз заставляет вас быть реалистом, снять вот эту повязку с глаз. Потому что на пороге, посмотрите, какие карты. Первый ряд и последняя карта, и нас совершенно ориентирует словно в другую реальность. Вот такая картина для вашего знака зодиака. И это тоже восьмерка жезлов. Мы можем как карта трансформации, когда вы набираете темп, что меняет вас самих. Что-то получается, это точно, победа есть. Но это не когда мы успокаиваемся, а когда мы пользуемся как раз тем, что нам удалось осуществить. И для нас тогда это совершенно новые возможности, как я уже сказала, с новым качеством жизни. И мы дальше это продолжаем. Продолжение само по себе следует. Что-то доброе, хорошее пытается войти в вашу жизнь. Но мы же можем и не увидеть. Вот, наверное, единственный риск, я бы сказала так. Или что-то вы одно, допустим, один вопрос решили, какой-то очень важный, у вас точно это получится. Потому что как будто точно туз кубков говорит, радость, счастье входит на твой порог. Но есть риск, опять же, в позиции, что мы можем в этом застрять, и ничего уже не хочется делать. Может быть, мы и устали, и хочется отойти от дел, а тем не менее продолжение следует. Более что продолжение, а тут еще и какое-то ускорение. Давайте мы с вами откроем карту «Совет». И карта нам говорит, вы достойны любви, вы заслуживаете того, чтобы вас любили. Конкретно про любовь, про личную жизнь. И может быть очень символично, мои дорогие рыбы и рыбки. Неважно, в каком вы статусе находитесь на момент просмотра видео. Неважно, сколько вам лет. И даже если вы сейчас один или одна, вы можете встретить, как мы говорим, вторую половинку. Или рядом с вами может быть тот человек, который вас чувствует душой, который вас понимает без слов, тот, который вам будет надежным помощником, тот, который будет для вас верным другом. Для людей семейных, когда вы можете открыть ваши партнерские отношения словно заново. И неважно, опять же, какой статус, тут что-то должно завершиться, закончиться, уйти, может быть, какие-то обиды даже для людей семейных. Наша жизнь семейная, она не всегда бывает в одном каком-то радужном ключе, потому что много забот, много каких-то хлопот, и мы часто уделяем этому больше внимания, нежели чувственной стороне наших взаимоотношений. Но здесь словно что-то с новой силой, с новыми возможностями. Но переложите этот тонкий нюанс на свою собственную жизнь. Как этот совет от карт вы можете воспринимать, но то, что вы не можете оставить свою жизнь без любви. Ваша жизнь должна играть всеми красками, и вы должны быть счастливы, мои дорогие рыбы и рыбки. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.